Всем привет! У нас идет третий сезон. Еще пока что третья воронка времени. Тестим команду разъедания. У меня на аккаунте есть рук с 4-й пробудой. Но, как видите, цифры урона у нас пока что вот такие. Если сравнить, допустим, с ледяным взрывом, сейчас мы покажем. На данный момент я отбиваю воронку ледяным взрывом. То сегодня пока что, вчера даже больше было. Допустим, вчера я набил 2734. Это была команда именно ледяного взрыва. Также хочу вам напомнить, что если вы еще этого не сделали, вы можете поддержать создателя контента и получить награды на свой аккаунт. Вас перекинет на веб-страницу, вам нужно будет авторизоваться, выбрать свой персонажа и ввести код создателя. Он перед вами на экране. Вы получите сразу награды при активации и дополнительные награды уже по окончанию ивента. Ивент обновляемый. Но тем не менее, видите, да, что несмотря на то, что у Рука 4-я пробуда, у Белки 3-я, но команда разъедания пока что по урону ей проигрывает. Почему так происходит, сейчас разберемся. Первое, это все-таки прозвучит, конечно, странно, да, но Рук просто не успевает разогнаться по урону на воронке, а уж на боссах, где нам приходится их бить там 5 минут, там он вообще урона, наверное, не нанесет без 5-й пробуды, потому что она дает ему, так сказать, скорость его разгона. Если сейчас я буду показывать на воронке, в какой момент у нас начинает, в принципе, расти урон. Вот с 5-й пробудой это происходит намного быстрее. Сейчас мы переключимся на саму воронку. Как правильно одевать вообще героев, сейчас объясню тоже. Питомец у нас всегда используется Трисим, так как он повышает у нас именно зональные навыки. Ну и, соответственно, все, что касается крит урона, тоже тут крит урон. Игнор защиты и урон на цели со штрафом защиты, в принципе, на двух героев, это Сакриде и Шмигли, работает, а на Рука будет конкретно, скорее всего, вот этот работать просто из-за того, что сам факт того, что именно под штрафом защиты, типа, когда цель находится, тогда по ней именно увеличенный урон. Но, допустим, такие как игнор защиты, вот это уже на Рука не распространяется, потому что урон от разъедания, он истинный, и он, в принципе, игнорирует защиту и прочие эффекты снижения урона. Перейдем к самим героям, как их правильно одевать. По саппортам тут, в принципе, все просто, да. Рейта у нас будет всех заливать, рога и так далее. Лося в моем случае будет танчить. Сет ей именно одеваем вот этот, чтобы она стакала атаку нашим именно ДДшникам. Тех, кто будет именно нам стакать разъедание. Также перейдем уже к самим героям разъедания. Герой программы, так сказать, Рук. По талантам все подобрано чуть ли не идеально. Также как и тайминг, я сразу говорю, в таймингах у меня ошибки там никакой не было. Очень тщательно все подобрано было, включая переходы в фазы. Там тоже свои нюансы есть, их тоже позже покажу. По экипировке, почему все именно так? Так, во-первых, ему по-любому нужен артефакт, потому что он увеличивает истинный урон, получается, на 80%. Это очень много. Плюс также крит урон, который нам так необходим. Почему он собирается, в принципе, вот так вот в статы? Потому что все, что у нас, получается, наносится, это именно расход от разъедания, который настакали наши герои, такие как Шмыгли, Сакридея. Вот, и ультимативный навык, получается, наносит урон именно от этого разъедания. Но почему вообще, собственно, мы не можем разогнаться и так далее? То, что я вот это объяснил, все. У нас есть такой дебаф, как вот вечный распад, он же еще в описании бывает описан как вечное гниение. Вот, получается, при нанесении урона за счет расходования урона от разъедания уменьшает расход урона на 10%.
То бишь, смотрите, когда он наносит урон разъеданием от своей ультой, он расходует разъедание. То бишь, то, что мы настакали, идет расход. И каждый раз, когда он ультует, получается, после 10-го своего ультимативного навыка, он перестает делать расход. И, наконец-то, у нас, получается, разъедание будет стакаться. Все, что происходило вот эти 10 раз, что он ультанул, он это разъедание тратил. И уже потом оно начинает настакиваться. И уже только потом он начинает наносить именно нормальный урон без расхода разъедания. Также, кстати, интересный момент, что ему не нужна атака. То бишь, если у нас какая-то там руна, либо броня будет с хорошими допами, именно шанс крита и крит урона, то можно даже пожертвовать атакой, и профита мы получим больше. Вчера на стриме я проверял такую вещь, что у меня здесь броня на атаку, ну и такие средние допы. Мы вчера одели броню из этого же сета на ОЗ, на ХП, вот эту. И урон у нас получился примерно такой же, как и был. То бишь мы потеряли 1200 атаки, а урон получился такой же абсолютно. Единственное, что у нас, получается, мы просели чуть-чуть по шансу крита, но выросли по крит урону. И, соответственно, где-то там крит не прошел, но где-то был именно сам удар мощнее. Соответственно, это все сбалансировалось, и урон получился точно такой же, как вот с тем, что мы потеряли 1200 атаки. Соответственно, руну я ставил ему на ХП, просто из-за того, что здесь хорошие допы. Да, также, конечно, если у вас будет там какая-то руна хорошая на атаку, то, конечно, лучше поставить на атаку, потому что, как-никак, все равно есть у нее навыки. Допустим, здесь от атаки, да, с ульты он чуть-чуть наносит на атаки. То бишь, ну, полностью прям пренебрегать атакой не стоит. Именно преднамеренно, да, ее там куда-то девать. Вот. Но если есть вещь, у которой прям хорошие допы, а вещь, которая с атакой, там допы вообще никакие, то все-таки выгоднее убрать атаку и поставить именно вещь там, где будет у нас максимальный прокив, шанс крита и крит урон. Шанс крита обязательно должен быть 100%. Даже если чуть больше, то ничего страшного. Главное, чтобы не меньше. И, соответственно, крит урон. Крит урон по итогу должен перевалить где-то за 400 с копейкой. Это в идеале. Далее идем нашим любителям настакать разъедания. Это шмыгли. Ему также, вот у меня чуть-чуть не хватает. Также нужно будет сделать 100% шанса крита, как можно больше атаки и крит урона, чтобы он именно стакал разъедание. По-любому вот этот грибочек ставим, потому что он увеличивает именно и сам урон от яда, и также и сам эффект именно разъедания, который он накладывает. А это очень важно. Его одеваем как ДД. Если вы вот эту вещь не брали, то в принципе подходит как вот этот мифик, так и вот этот. Также по поводу рука можно, если уж так получится у вас, конечно, то самое идеальное, но его очень сложно собрать, это будет, допустим, на зональные навыки. Сейчас я найду ту шмотку. Просто у меня нормально нету. Вот из такого сета. Только, допустим, видите, у меня здесь крит урон, да, и атака. Вот, соответственно, мне нужно, чтобы здесь был шанс крита, как можно больше проков. И как можно больше проков крит урон. Такой шмотки у меня сейчас нету. Поэтому пока что собираемся вот так. И, соответственно, если у вас будет мифик такой хороший, то сет оставляем именно вот этот. Получается вот этот сетик, который именно увеличивает наш урон. Вот. И вот этот мифик. Все, перейдем теперь к следующему герою. Это будет Сакриде. Она у нас будет в разломе. Также очень плохой момент — это рандомность. Она накладывает из-за того, что у нее тройной, ну, не, допустим, был бы тройной удар, было бы идеально, да? Но у нее удар получается двойной. А так как у этой лапки, у остатка ведьмы шанс всего лишь 60%, бывает, получается, что она не накладывает штраф в защите. На ульту рука это никак не влияет, но
получается, шмыгли, которые стакают нам разъедание. Он-то наносит прямой урон. И, соответственно, когда Сакридея не вешает штраф в защите, мы, получается, меньше стакаем разъедания. Вот это большая проблема. По шмоткам также, так как она является, уже получается вторым, так сказать, вспомогательным героем, который будет у нас стакать разъедание, тоже ее одеваем полностью в урон. Желательно тоже, чтобы шанс крита был 100%. У меня пока что по шмоткам так не получается. Поэтому вот как-то так. Также еще важный момент, то что она накладывает дебаф с ульты, это уязвимость к яду. Соответственно, суть рейты здесь. Почему с рейта больше всего урона? Получается, рейд у нас будет на целых 5 секунд продлять. И штраф к защите. И вот этот дебаф тоже рейд у нас будет продлять на целых 5 секунд. И также получается, сейчас покажу, что у нас тут. Получается, тоже вешает дебаф свой. Соответственно, рейд будет продлять целых 3 дебафа именно от других героев. Ну и плюс еще свой, который она вешает, это штраф атаки. Вот сейчас, собственно, посмотрим, как проходит бой. Я вам все покажу, объясню, в какой момент вообще урон начинает расти. И почему вообще вот так все происходит. Первый важный момент, это мы начинаем бой именно, получается, 2 фазы у нас должно быть синей головы милосердия. И уже только на 3-ю будет красная голова огненная. Лишь одну голову мы должны пропустить. Именно так получается почему-то урона больше. Я не знаю, с чем это связано, но тем не менее, именно вот так это все работает. Странно, но тем не менее. Как видите, в процессе боя, когда урок ультует, вот у нас получается 3 стака. Он набрал вот этого вечного гниения. И если сейчас обратить внимание, то сейчас он ультанет. И вот это разъедание у нас будет чуть-чуть тратиться. Вот сейчас настакалось. Вот он ультанул, и оно сейчас чуть-чуть ушло вниз. Немного, но тем не менее. И то это потому, что уже как бы 4 стака, он чуть-чуть меньше его тратит. И так будет идти, пока до 10 стака он не дойдет. Если посмотрим на ДПС, то увидим, что отрыв такой себе, да. Пока что рук особо урона-то не наносит. Но время-то идет. Время-то на воронке не бесконечное. Итак, наконец-то у нас рук получил 10 стаков. Время 4 минуты до конца воронки. И вот только сейчас вы начнете наблюдать, как идет отрыв и как разъедание будет накапливаться, но не тратиться. Вот сейчас его будет первая ульта за все время без расхода разъедания. Вот сейчас он начнет только идти именно в отрыв. Плюс в процессе боя вы могли наблюдать, насколько рандомно все-таки кидается штраф к защите от Сакридеи, что будет именно вносить рандомность во все наши траи. Так-то, в принципе, все бы ничего, но из-за того, что как бы всех героев мы собираем до 100% шанса крита, да, лишь рандом с критами мы исключаем, да, но вот из-за этой дамочки, из-за того, что вот сейчас, допустим, не накинула, вот это и создает нам проблему. Так как мы играли, допустим, до реборна, мы использовали Дарга, сейчас так не получится, потому что Сакридею по-любому нужно брать. У нее с ульты хороший дебаф. И Дарга, в принципе, уже, не такой востребованный и крутой, как это было раньше. Сейчас попробуем закончить бой до конца и посмотрим, сколько урона мы нанесем за этот трай. Также только сейчас, когда уже времени, в принципе, осталось мало, вы можете наблюдать, что рук наконец-то начал наносить урон. А это все именно проблема того, что у него нет 5-й пробуды. Это, наверное, единственный эксклюзивный герой, который настолько сильно зависит именно от 5-й пробуды. Поэтому, в принципе,
тем же новичкам, либо FTP игрокам я бы все-таки, наверное, советовал вкладываться именно в билдель по многим причинам, потому что первое, это рука очень дорого собирать. Попутно нам все равно, тем более, нужна билдель, да? Вот, а играть чисто в рука как-то, не очень. Плюс он на старте, в принципе, он ничего не делает. Вы не сможете им играть с самого начала. Он играет тогда, когда вот примерно с 4-й воронки, то бишь на 3-й, видите, да, что была бы 5-я пробуда, да, где-то я мог бы с белкой поконкурировать, но не сейчас. Данжи он вам не поможет пройти на старте, в отличие от той же билды. Ледяной взрыв мы можем просто брать в первый же день игры и играть им прям до последнего. Прям как во 2-м сезоне начали мы все проходить. И мне кажется, вплоть так до 4-го. Там еще будет новый герой Ледяного взрыва, который еще их сильнее усилит. Поэтому вот именно новичкам и FTP игрокам я бы все-таки советовал именно играть через билдель. Рук это что-то такое за гранью нашего понимания, наших возможностей. 253 получилось нанести. Такой вот урон. Сейчас я вам покажу тайминги, может кому-то все-таки пригодится. Тайминги долго подбирались. Это уже с учетом перехода в разные фазы. Получается, вот такие мы используем. Почему так? Это чтобы мы начали именно на 3-м цикле только бить красную голову. Если мы что-то изменим и поставим там обычный цикл, да, допустим, там на 12-й секунде мы начнем бить, следом там рук будет бить, вот, урон будет ниже, причем значительно, где-то 30% урона мы теряем вообще. С чем это связано, вообще непонятно. Так же, как, в принципе, у Ледяного взрыва у меня есть 2 варианта команд. Одна на Милосердие огонь, а вторая на Милосердие огонь. Вот, и как-то каждый день они у меня по-разному урон наносят. То один день так, второй день вот так. Вот, в принципе, пока что как-то вот так. Думаю, хоть какую-то ясность я вам внес по поводу рука этим видео, да. Вот, так что если у кого-то какие вопросы есть, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. А так да, конечно, все печально, что именно настолько герой зависим именно от последней пробуды. Просто я считаю, что это как-то неправильно по отношению, в принципе, к большей части игроков. Наверное, 95% игроков не смогут вот так вот просто взять и чуть ли не в первой неделе забрать 5-го рука. Верно. Вот, а так, в принципе, что. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. До скорых встреч. Всем пока.